Привет, мои дорогие девочки, привет, мои котики. У нас сегодня с вами будет стрим, гадание, девочки, в прямом режиме, как говорится, онлайн. Мы с вами погадаем на тему, что он чувствует к вам сейчас и его реакция на других женщин. Это такая будет дополнительная карта, будем ее доставать к его чувствам, девочки, к вам. Но еще, привет, мои дорогие, но еще перед гаданием, а гадать мы будем на Мила Монара, на эротическом таро, девочки, и я вам хочу похвастаться, да, насчет Мила Монара. Это у меня уже колода древняя, я не знаю как что, это самого первого издания, девочки, как только Монара колода вышла, она только появилась в Италии. И дело в том, что ее достать невозможно было нигде какое-то определенное время. И мне ее, девочки, перевезли сначала на самолете в город поближе ко мне. И потом с того города, куда приехал итальянец-человек, он потом уже переслал мне по почте ко мне в мои, девочки, чигири, в мой Мухосранс, можно сказать. Ну что, давайте посмотрим, девочки. И еще мы сначала с вами достанем карту фамильяра. Это, кстати, таро, которое на ютубе я не показывала. А я много не показывала, девочки, таро. Очень много мне прислали, очень красивых колод, да. И я как этот голодный до этих всех таро, всех их пробовала, да. Но дело в том, что они у меня все стоят. Вот прям в раскрытом виде. Я от коробочек избавляюсь. То есть коробочки у меня в шкафу. А все таро у меня резиночками, девочки. Я перевязываю резинками таро. И обычные карты тоже. Все стоят, я так думаю, а действительно, чего я только на одних там несколько колод использую, да? Надо потихоньку, вот практически каждый расклад делать на какой-нибудь новой колоде. И кто мне подарил, и кто просто прислал, кто девочки просто подарил, когда ко мне приходил. В общем, сейчас будет у нас таро. Это таро фамильяров, и мы на нем просто, девочки, разложим вашу карту дня, да, или нескольких дней, как хотите. Мы посмотрим, какой у вас фамильяр, кто с вами работает, какая пентакля, либо что-нибудь другое у вас сейчас лежит. И это будет такой, знаете, совет на ближайшие дни, девочки. Потому что у вас в голове все равно есть какие-то цели и есть какие-то мысли. И есть такая прям основная, да, то есть эта карта будет относиться к вашей этой основной мысли, которая у вас летает в голове. Это может быть план какой-то, либо еще что-то. В общем, что такое карта дня, да? Это карта, которая показывает не то, что там, как у вас день сложится, нет. Она зависит от вашего поведения, то есть она ложится на то, что на ваше намерение, на голову, понимаете? И вот такой вот таро фамильяров, девочки. Это издание от Лизы Паркер. Кстати, мои дорогие, я вам скоро покажу, ну как скоро, ну еще не скоро, девочки, но покажу собственные таро, да, и, ну, точнее, я их уже показывала где-то давным-давно в своем видео, они у меня такие черные, но я вам покажу, и оно у меня не просто для гадания, не обычное таро и не 78 карт, девочки. Оно живое. Оно периодически у меня исчезает и появляется. А исчезает, потому что я кое-какие карты жгу. С кое-каких карт я кое-что складываю. То есть я его использую, девочки, потому что оно необычное. Потом покажу вам, девочки, потому что уже приехали все мои коробочки. Все приехало. Осталось только кое-что доделать. Ну ладно, давайте посмотрим, мои дорогие. Карту дня сейчас выложим для вас, но не карту дня. На ближайшие 3 дня карту сигнификатор, которая будет вашим фамильяром, которая будет определять ваши намерения, да. И мы просто вот сейчас посмотрим, что выпадает на 4 варианта. И на Монаре мы с вами погадаем, что он чувствует к вам сейчас. И как дополнительная карта будет у нас карта, как он реагирует на других женщин, девочки. Ну и еще у меня такая большая просьба, девочки. Я за 5 лет или за сколько там, у меня YouTube давно, да, но вот именно старо, как бы, может, года лет 5, да. Но, девочки, у меня вчера был день рождения, и я как последняя свинья прошу вас сейчас, поставьте мне лайк, пожалуйста. Даже если вы еще не посмотрели гадание. Почему я это прошу? Хотя, в принципе, знаете, ну, за лайки отдельное спасибо, но
Это просто я так посмотрела, недавно смотрела вот блогеров, да, и практически у всех, да, поставьте лайк, просят, подпишитесь и все остальное. Я думаю, ну как это можно там, ну как бы неудобно, зачем такие вещи просить и все остальное. А оказывается, девочки, это вообще влияет на YouTube, на канал в целом. Вот мне просто даже интересно посмотреть. Хотя у меня 98% лайков и так, да. Но все равно интересно, мои дорогие, почему их просят, девочки. Ну, спасибо. Больше просить не буду, девочки, потому что мне как-то очень сильно неудобно. Но хочется посмотреть, что будет. Ладно, мои дорогие, давайте посмотрим сейчас. И спасибо вам за поздравления, кстати, с днем рождения. Я хотела вчера выйти в стрим с вами, посидеть, пообщаться, поболтать, да. Но просто меня просто замучили, как говорится, да. Много людей нашло, поздравляли, все время это надо было где-то отвечать, все такое. Кому-то не успела, но на ютубе тоже везде отвечу. В общем, дорогие, такие вот дела. Ну что, давайте посмотрим. Сначала выкидываем карту сигнификатор на Таро фамильяров. Там у нас, девочки, несколько животных. Вороны, точнее ворон, сова, волк, не особенный, кстати, белый, и черный кот, мои дорогие. И сейчас посмотрим, какой сигнификатор вы вытянете своей лапкой. И посмотрим на меломанария, что он чувствует к вам сейчас и как реагирует на других женщин, да. То есть я хочу еще копнуть сюда, когда на него обращать внимание на вашего мужчину другие женщины, что он делает? Махает ресничками, девочки, да? Либо еще что-нибудь с ним такое происходит. На Монаре это будет очень хорошо видно. Ну что, сначала у нас Таро фамильяров. Давайте посмотрим для себя, для любимых, девочки. Вариантик выберем. 4 варианта. Сейчас посмотрим, кто из 4 вам выпадет. И, кстати, мне подали такую идею, да, рассказать, как связаны часы с номерами Таро. Но это уже про магию будет, да, и не каждый поймет, поэтому у меня это будет просто в верховных котиках. На 3-м уровне спонсорства, девочки. Ну, это в магию уже уходит, да. Но обратите внимание, вот кто занимается сам, девочки, обратите внимание на часы и Таро. Сколько времени и какой это аркан. Обратите внимание. И обратите внимание, как мы работаем, да, там, например, кто-то с 8 до 5 работает, да, почему мы там что-то делаем в какое-то определенное время, какие часы для нас самые лучшие, девочки, да. Вот, например, для меня самое любимое время это утро, до 11 часов, и, девочки, сумерки, вечер, да, ну и ночь, кстати, пока петухи не пропели. Например, день я не особо люблю, я не могу днем работать, хоть повесьте, как говорится. Так, давайте посмотрим, девочки, фамильяр ваш. 4 варианта. Сначала с вами, как говорится, настроимся. Какая ваша карта? Какой ваш фамильяр? Какая ваша карта? На ваше ближайшее намерение. Загадывать, в принципе, ничего не надо. Давайте посмотрим, кто с вами резонирует. Спасибо, мои дорогие, еще раз за поздравления. Первый вариант, второй, третий, четвертый. 4 фамильяра. Давайте посмотрим, что на вас сейчас работает, на что вы откликаетесь. Выбираем рубашечку и переворачиваем ее. И снимаем ее. Ну что, выбрали, котики? Спасибо, девочки. Фархунда и Светлана и все остальные девочки, спасибо, с днем рождения. Я просто не всегда смотрю в монитор, там, где бегут сообщения, на Таро смотрю. Ну что, выбрали? И давайте посмотрим первый, второй, третий, четвертый. Какой ваш фамильяр, какие ваши намерения, что будет происходить в эти ближайшие дни. Давайте посмотрим, кто на вашей стороне, либо кто против, да. Что вот у вас в мыслях, да, и как оно будет реализовываться в этом мире. Ну, типа, это карты дня, но от карты дня это, типа, обстоятельства не зависят, а здесь мы будем смотреть, как от вас что зависит. Ну что, мои дорогие, давайте сделаем такое краткое гадание на себя, на любименьких, на котиков. Ой,
троечка, девочки. Вот то, что у вас, ваше намерение ближайшее, что вы хотите, да, оно будет сбываться, девочки, да. И причем дело в том, что будет сбываться то, что о чем вы думали не так давно. То есть не о чем вы думаете, например, сегодня, не о том, чем вы будете думать, там, мечтать, хотеть завтра. Вот на днях будет вам идти, но не в больших количествах, в мелких, то, о чем вы думали где-то вот, ну, до месяца назад, да, то есть какие-то дела будут, на каких-то делах будет ставиться точка. Это очень хорошая карта, тройка жезлов вам выпала. Это говорит о том, что будут, девочки, ставиться точки в каких-то начинаниях, в намерениях, в делах, которые вы хотели. Может, вы как раз успеете там записаться к врачу, может, сходите на какие-то процедуры, которые вы давно хотели, может, кто-то вам вернет долг, да, может, вы последний кредит выплатите, там, если где-то выплачиваете. В общем, какое-то завершение дел, которые, намерение которых было давно. И это хорошая карта, вам ничего не мешает. Зашибись все, девочки. Все идет по плану, все идет четенько, как вы хотели. Ничего вам, в принципе, не мешает. Давайте дальше посмотрим. Второй вариант. Что у вас там за фамильярчик такой выпал? Нифига себе, девочки. Колесо фортуны выпало. 10-й старший аркан. Черный котик. И обратите внимание, как на этом таро классно изображено колесо фортуны, девочки. Необычное колесо. Не непонятно какое колесо. Девочки. Разговор с духами. Посмотрите. Какое колесо фортуны. И крутит его кто? Котик крутит, девочки. Посмотрите, да? Не вызывает духа кот. Колесо фортуны. Это говорит о том, что, во-первых, либо это сплошные тут ведьмочки в эту карту достали, да? Это карта экстрасенсов, это карта тех, кто может работать с людьми. То есть не просто для себя магичить, да, не просто для себя чем-то заниматься. Вы можете работать с другими людьми. И как им приносить, как счастье, удачу, там деньги и все остальное, то же самое вы можете и портить кого-то. Но, обратите внимание, мы работаем именно по Ведьмовскому кодексу, и мы не желаем боль. Вот смотрите, вред можно делать, да, но не боль, надо цепляться к намерению того человека, который вам что-то желал. Вот желал он смерти, да, мы делаем какой-то ритуал, и он, да, умирает. И знаете, у меня очень часто такая же фигня, да. Например, у меня есть такие некоторые психованные люди, которые, например, хотели снять порчу, они знали кого, а потом мы делаем какую-нибудь обратку, человек, да, умирает, да. И сразу начинается рев, плач и истерика, потому что они этого не желали и думают, что ой, так мне что-то трындец как будет, это я воспользовалась колдовством и все остальное. И мне приходится, девочки, вот это вот прорабатывать каждый раз, когда я не говорю заранее, да. Так тебе это желали, а оно пошло назад, и этот человек получил, потому что на него в 2 раза лучше это все легло, что он тебе желал, он получил назад, да. Ты не виновата, за это не надо там свечки за упокой ему ставить и все остальное. Он получил то, что тебе желал. И то же самое, девочки, со всеми. И когда мы работаем по этому Ведьмовскому кодексу и не желаем большего зла, которое мы себе придумали, да, тому человеку, который нам навредил, а вот именно по обратке все идет, никаких расчетов с черными силами не надо, да, и дьявол вам в карму, как говорится, свои кресты ставить не будет, понимаете? Так, и эта карта для вас очень хорошая. Вот в ближайшие дни, девочки, все, что хотите, можете делать. Я бы вам даже посоветовала ритуалить, да, загадывать какие-то новые свои желания. Не просто в голове, да, а записывать их, мои дорогие. К какому числу оно должно сбыться. Я, например, вам скажу одну вещь. Что-то на меня пробрало на болтовню, но все же, да, я скажу, я в телефоне ставлю напоминание себе на далекое будущее. Я, например, девочки, и потом вот, например, у меня через полгода, например, начинает звонить телефон в какое-то время, и мне срабатывает напоминание, что я себе хотела, да, но у меня так прикольно срабатывает, я помню, хотела себе, когда у меня не было машины, черную машину, и написала, я хочу себе черный Мерседес, там, 220, да, девочки, у меня такая была
была мечта как-то, да. И я через полгода написала напоминание, я еду в Мерсе 220 черном. И что вы думаете? Я это, зазвонил у меня телефон, я уже и забыла даже немножко об этом, что я напоминание. Зазвонил у меня телефон, я ехала в аптеку в черном Мерседесе в 220 и вез меня этот вот молодой человек, девочки, который мой сосед. Понимаете, у него была такая машина. Оно сбылось, да, но не совсем, потому что, может быть, я к этому не особо стремилась, да, но сбылось. То же самое со всеми вашими желаниями. Все время, девочки. И это четко даже по дню потом совпадает, когда вы этого хотите. Вот у меня в прошлом году с 4 на 5 февраля тоже очень четко расклад лег, записанный расклад. Вот такие мои дорогие дела. Так что вот это очень сильная карта вам. Для ритуалов, девочки, для всех. У вас реально на вашей стороне, вот 10-й старший аркан, это, конечно, такая серьезная штука, мои дорогие. Что-то интересное вас ждет. Я даже не знаю, как оно будет проявляться, но оно проявится у вас, девочки, проявится. Может, вещий сон кому-то очень сильный приснится. Может, какие-то серьезные знаки пойдут. Спасибо, мои дорогие, тоже за поздравления, котики мои. Кстати, и 10-й старший аркан, у меня 10-го день рождения, причем 10 февраля я родилась в 10-й лунный день. Это луна в Тельце была. Вот, так что у меня это вообще работает. Тоже моя карта. Ну что, мои дорогие, давайте посмотрим третий. Быстренько мы так пробежимся по вашим картам дня. Сова, девочки, причем старший аркан 21-й. Эгегеюшки, мои дорогие. Вы в курсе, что этот 21 год у вас один из самых лучших будет годов, да? И если вот 21 аркан выпал вам на эту карту дня, что-то мне подсказывает, что это, девочки, на весь год, мои дорогие. И обратите внимание, что сова, да, все самые ваши желания, все ваши чаяния, надежды, кстати, и все такое, оно будет сбываться и работать в основном в темное время суток, да. Днем можете, как говорится, расслабить булки, но вот вам будут призы по жизни, самое лучшее, да, которые вы даже будете, ну, не то что всю жизнь, но часто вспоминать, оно будет идти в сумерки, вот когда фамильяр сова активная, да, они активны ночью, охотятся ночью, да. И у вас такое ночное зрение как раз на это 21 год. 21 старший аркан выпал, девочки. И это не просто совпадение, это не совпадение, это так оно все и работает. Так что у вас вот прям вот с этого расклада, девочки, как раз таки начинается, мои дорогие, вот этот 21 год. Ну, не как в китайском календаре, да, но обратите внимание, что он у вас не в январе начинается, а прямо сейчас. 21 старший аркан редко, когда выпадает. Он реально редко. Есть такие карты, которые, ну, по крайней мере, у меня, да, на раскладах вообще редко выпадают на какие-то вопросы. И 21 к этому как раз-таки и относится. Так что у вас будет супер все, и вам будет приходить, сбываться ваше желание. Материально вы как-то будете богатеть почему-то ночью, почему-то в сумерки, мои дорогие. Может, вы родите ночью, может, враги ваши ночью уйдут в мир иной. Это могут быть находки какие-то, как ни странно, ночью, когда никто ничего не видит, а вы, бац, и нашли что-то. Потом кто-то может вам даже предложение делать ночью, или даже на работу вас ночью, да, брать. Как бы это не звучало бы ненормально, да, но вот иногда даже директора ночью тоже ж не спят, да. Или, например, у меня, например, все время какие-нибудь планерки были после 7 часов вечера, а зимой, например, это уже темно, да, и мы уходили уже поздно вечером, потому что все идут с завода в 5 часов вечера, а кто-то в 6, да, и вот когда никого нету, то уже собирается этот топ-менеджер, состав, если собирается, и сидишь там. И знаете, какое-то второе дыхание открывается, да, совершенно другое. Ты по-другому даже смотришь на это все производство, которое стоит, да, интересно. Короче, у вас крутое, девочки, вообще будущее очень крутое. У вас как год начинается новый, 21-й, который принесет очень много подарков судьбы, про которые вы будете помнить. Ой... Мне даже хотелось бы влезть в этот третий, девочки, расклад. Давайте четвертый посмотрим, девочки, что у вас там сулят
фамильяры наши. Ничего себе! Вот обратите внимание, да? 7-й старший аркан, девочки, колесница. И обратите внимание, вот первый, да, первый, это сбывается то, что предначертано тобой же, да, а второй, третий и четвертый расклад получается старшие арканы, и причем, знаете, все такие вот серьезные, да, колесо фортуны. World, этот мир. И мир это тоже очень часто изображается чем? Этим шаром земным. И семерка, девочки, вам вообще выпал единорог, да, хотя я про котов, сов, ворон и волков говорила, но оказывается вам выпала это одна единственная карта фамильяра, девочки, единорожка. У вас, девочки, единорог. А я даже вам сейчас покажу одну вещь такую. У меня тут лежит. Как я его использую, кстати, единорогов. Вот смотрите, мои дорогие. Это у меня флешка от банка. Да? Это банковская флешка для специальной программы банковской. И обратите внимание, какой у меня здесь брелок. Специальный единорог, девочки. Обычный, купленный такой брелочек, да, это не золотой, это обычный купленный брелок. Но дело в том, что он у меня руководит. Эта лошадка руководит моими, как говорится, деньгами, которых я не вижу, не щупаю, но которые относятся к моему эгрегору денежному, да, то есть к банковской системе, мои дорогие. Так что вот возьмите тоже на заметку, да, что именно лошадка, именно единорожка, как раз таки вот с деньгами, которые вы не видите, очень хорошо помогает, да. И вам смотрите, что выпал, девочки. Колесница, мало того, что это 7-й старший аркан, так это еще и единорог. И еще, девочки, кто-то из вас, вот прям в этом году, да, кто-то из вас реально вступит в брак, потому что семерка это еще и верховный жрец, и верховная жрица. Поняли меня? И получается, что это верховный жрец и верховная жрица, они только в одной карте совпадают в нумерологии Таро. И это колесница. А колесница в руках мага, кстати, да, вот что раньше у каждого короля был свой звездочет. А это не звездочет, это звезда, это 17-й старший аркан, 17-й, да. Это маг с колесницей в руках, мои дорогие. Понимаете? А маг с колесницей это тот, который творит. Вот такой вот, девочки, вам звездочет выпал. Единорог. И что вас ждет, мои дорогие? Ну, это тоже, это задел на целый год, как минимум. Это даже не на не один год, девочки. У вас тут еще дальше идет. Это даже, ну, самое ближайшее будущее, на несколько лет что-то новое ждет. Либо в этом году вы найдете именно ту работу, на которой вы очень долго будете работать. Но мало того, что работать, там будет большая, даже я бы сказала, нереально большая зарплата у вас будет. Либо это смена деятельности какая-то такая кардинальная. Это покупка недвижимости какая-то, обмен жильем какой-то. Либо вы сядете на машину. Короче, вы сядете, например, на автомобиль, и никогда им не управляли, да, либо вообще вот что-то новое такое есть. Чем вы будете пользоваться даже не один год, а несколько. Это может, девочки, быть брак, как я сказала, верховный жрец и верховная жрица. Очень удачный брак. Так что вот, смотрите, если вы в этом году, девочки, выйдете замуж, то это будет реально очень удачный брак для вас, да, брак единорога. И обратите внимание, что не просто так, единорожки, девочки, нужны, да. Единственный фамильяр, девочки, единорог, да, на этой карте, больше его нигде нету. Так что я вам советую тоже где-нибудь, знаете, символ вот года единорожку иметь, девочки, плохим не будет. Короче, у вас очень что-то такое сбудется, очень такое серьезное, которое на несколько лет повлияет. Ну, вот минимум 2-3 года, девочки, что-то очень серьезное, да, на уровень вверх, на несколько даже ступеней вверх вас ждет что-то такое. Вы вырветесь из того, где вы или как вы живете.
То есть в этом году конкретные такие серьезные изменения будут. Какие-то открытия для вас, новая деятельность, может новый бизнес, новая работа, новый муж, да. Это даже может проявиться, что вы, например, замужем, и никто не хочет, например, ни о чем сейчас не думаете, но это может быть мужчина-вдохновитель, который придет в вашу жизнь, да. Это может как, вот вам не хватает, например, интима, да, то это будет, например, супер классный любовник какой-то. Либо, девочки, если вам не хватает наставника по жизни какого-то, это будет наставник. Либо, если вы сама, как говорится, наставница, да, по типу темперамента и характера, то вы сами станете другой. Я бы на вашем месте вот какую-нибудь, даже просто бы открытку с единорогом бы какую-нибудь себе купила, девочки, либо какую-нибудь мягкую игрушку, либо брелок с единорогом, да, потому что это ваше все. Ну вот такие, девочки, мои фамильяры были у вас. Ну что, давайте теперь уже погадаем на мужчин. Погадаем на мужчин. Что он чувствует к вам сейчас и как он реагирует на других женщин. Его чувства к вам сейчас. И это будут именно чувства. Не что он думает, а что он чувствует, девочки. Чувства это намного сложнее, чем просто мысли. Что он чувствует к вам сейчас. И доп-карту мы достанем, как он реагирует на других женщин. Мы пощекотим нервы, девочки, себе. Почему бы и нет? А, кстати, вы заметили, вот, девочки, кто относится к такому типу темперамента, когда нам нужна одна сплошная Санта-Барбара? Кто не хочет жить спокойно, кому не сидится? Мы все время хотим, ой, одного мужчину раз и навсегда, да? А сами, вот, как, знаете, по кочкам, по полю перекопанному бежим непонятно куда. Для того, даже создаем себе какие-то проблемы, чтобы в этом всем вертеться в Санта-Барбаре. Я, девочки, с таких же. Мне надо просто какая-то Санта-Барбара вокруг меня. Я с упоением к этому всему отношусь. Драки, девочки, люблю. Ну, такие хотя бы ментальные. Ну что, давайте посмотрим, что он чувствует к вам сейчас и как он реагирует на других женщин. Ну, давайте посмотрим. Первый вариант, второй, третий, четвертый, девочки. И снизу мы положим, как он реагирует на других женщин. Каждый вариант. Прилепим, что он чувствует к вам сейчас и как он реагирует на других женщин, девочки. А, кстати, когда мужчина щекотит нервы, мы же иногда даже его больше хотим, да, добиться или какие-то чувства, такие взрыв эмоций испытываем. Чего, девочки, они, так знаете, иногда и подсаживают нас, потому что мы хотим его как-то добиться. Среди нас же тоже есть охотницы, правда? Первый, второй, третий, четвертый вариант. Что он чувствует к вам сейчас? Загадывайте, пожалуйста, по верхней карте. Нижняя она просто как доп. А девочки, да, вот вы пишете, да, лучше, если мужики за меня драться будут, Мария написала, да. Да, правильно, мужики должны за нас драться. Но, девочки, а вас иногда, например, когда женщины рядом какие-нибудь такие, когда мы думаем, что она там где-то красивее или еще что-то, или в обидку уходим, а некоторых это подстегивает. Бровки сделать, реснички, губки, там волосы, одеть какие-нибудь сексуальные платья и все остальное. И вот мы же даже перед другом, да, больше даже стараемся как-то выглядеть очень красиво. Не только для мужчин, но и для женщин, чтобы они все повпадали на пол от нашей красоты. Правда, кошечки мои? Ну что он чувствует к вам сейчас? Его чувства к вам. И как он реагирует на других женщин. Ну и поехали, девочки. Первый вариант. Что он чувствует к вам? Влюбленные. И как он реагирует на других женщин? Никак, девочки. Давайте разберем первый вариант.
Во-первых, старший аркан выпал за ваши отношения, за его чувства к вам, и какая-то вонючая, ни к чему не приводящая восьмерка воздуха по отношению к другим женщинам, девочки. Этот мужчина совершенно равнодушен к другим женщинам, а к вам у него кармическая карта влюбленная. Я не скажу, что это такая любовь, писанная маслом там у какого-нибудь какого-нибудь хорошего художника. Нет, девочки, влюбленные это такая карта, как раз таки качели, да, то может быть то хорошо, то плохо, но это страсть, да, это когда мужчина на вас смотрит и, знаете, он даже, например, где-нибудь, ну, вот по старинке вам скажу, сейчас уже, может, скайпом мало кто пользуется, но я помню, знаете, разговариваю со своим бывшим, да, он говорит, нет, я уже не могу с тобой разговаривать, если я с тобой еще 10 минут поговорю, я в тебя заново влюблюсь, да, и девочки, это могут быть как раз-таки отношения с кармическим. У вас может быть ничего не понятно с ним, но вас к нему тянет. И фишка в том, что его тянет к вам тоже. Как бы он не сопротивлялся, он просто будет вариться в этой девочке каше. И у него может быть каша в голове. И, кстати, чем больше он сопротивляется, тем больше у него вот эта вот каша в голове, непонятка, как себя вести и все остальное. Но как только он будет пытаться за вами ухаживать, да, или пытаться быть с вами, вот у него будет все налаживаться, да, он через это должен пройти. Как ты этого не понимаешь, а, мужчина? А как он реагирует на других? Когда он думает о вас, он вообще не может думать ни о какой другой женщине, да. Эти женщины просто блекнут, это как просто какие-то бледные моли по сравнению с тем, что вы ему даете, либо можете дать, девочки, да. То есть исчезать с жизни этого мужчины, девочки, не надо. Если он вам потрепал нервы, примите это как оно есть, да. Это какие-то кармическая фигня, качели, да. Но просто так отпускать этого человека, забывать его и не думать не надо, девочки. Возьмите, включите такую кошечку, да, которую, это вот, пишите ему, девочки. Но не такие вот чувства, что вас что-то будет обижать, да, а именно вот так вот вкратчиво, вкратчиво, девочки мои. Точите об него свои коготочки, потому что вот все, как вы от него, вы не когтеточка, да, он не когтеточка, на нем не просто будет каких-то там. На нем, девочки, от ваших когтей будут шрамы. Понимаете? Шрамы кровоточащие от ваших когтей. Понимаете? И больно будет, и это. Он просто сильно зависим от вас. Причем это вы можете не верить, да, или вам кажется, что этот мужчина на вас как-то не может быть, не обращать внимания или еще что-то. Но, девочки, шестой старший аркан влюбленный просто так не выпадает. Причем две таких карты, которые прям вообще в точку, да. Я смотрю на нее, и я не могу смотреть на других. Мне другие не нужны, мне нужна она. И если вы в отношениях находитесь, девочки, вот, блин, вообще, другие ему нафиг не нужны. А если вот, кстати, он пытается от вас уйти, у него по отношению к вам каша в голове. И он может даже где-нибудь, знаете, взрыднуть, всплакнуть то, что вас нету. Либо, например, вот не звонит вам как специально, да, ни одного звонка, может быть, из-за обиды какой-то, и в то же время вот прям держится в руках, а все остальные знают, что он вот по вам страдает, да. То есть это серьезные, сильные такие карты, девочки. Его чувства. И чувство влюблен он в вас. Причем, знаете, влюбленные, да, они в основном, где там хэппи-энд? Редко, когда идет хэппи-энд. Я, кстати, вам скажу, что это от вас и зависит. То есть этот хэппи-энд зависит от вас. Вот чем вы будете мягче, нежнее и проще, да, тем этому мужчине будет с вами вот реально просто, да. Но вы не простая. Вы сами можете, знаете, сварить просто как докторскую колбасу этого мужчину. От него только косточки останутся, девочки, после вас. Такой, как вы, у него нету, не было и не будет, девочки. Вот реально. Это такая роковая женщина, роковые отношения. И даже если у вас такая, знаете, минутное какое-то знакомство, либо вы там чуть-чуть побыли вместе, да, и что-то так произошло, он может даже говорить вам где-то гадости какие-то, ты не в моем вкусе там или еще что-то, но просто вы его роковая женщина. Роковая.
Что бы он ни говорил, как бы он от вас там не отбрыкивался, не уйдешь. Не уйдешь, казак, с нашей хаты. А к другим женщинам он, девочки, равнодушен. Ни одна с вами не сравнится. Даже в каком бы вы там любовном треугольнике не были, да, потому этот любовный треугольник, угадайте, кто сделал. Вы, мои дорогие. Не мужик сделал ваш любовный треугольник, а вы его сделали. Вы его сделали, чтобы помучить этого мужчинку. Мужчину с большой буквы. Ну что, давайте второй, девочки. Что он чувствует к вам сейчас и как он реагирует на других женщин? Королева огня, девочки. Это то, что он чувствует к вам сейчас. Во-первых, он видит, что вы очень привлекательна, сексуальная женщина. Он хочет вас так, как никого. Королеву огня он хочет, да. И причем, по ходу вы, девочки, в интиме превзошли. Не знаю, кого вы там превзошли, но превзошли. Возможно, его какой-то предыдущий опыт, да. Либо что-то делаете такое интересное, которое никто не делает ему. И обратите внимание, он реально вас хочет. Но не просто интима, я подчеркиваю. Он не просто хочет где-то вас там прижать где-то. Нет, мои дорогие. Он хочет именно вас, понимаете? Именно все тело ваше. Не только там механические какие-то движения. Нет. Вот именно то, что прям и называется заняться любовью, заняться сексом, заняться интимом, понимаете? И вот, кстати, знаете, на кого больше всего нападают маньяки, девочки? На королев огня. Вот идет она такая, идет, и вроде бы в кроссовках, например, в штанах каких-то растянутых, да, или еще что-нибудь. Вот пошли вы мусор выносите, за вами увяжется какая-нибудь маньячила. То есть, а почему? Потому что вот прям ему пофиг, как вы выглядите, все остальное, он хочет именно вот этого, знаете, соития. Но не механического, а именно... Вот есть карты огня разные, разного номинала, да. И, например, когда мужские карты выпадают, там пажи, рыцари, короли, это говорит мужчина, что он хочет сам себя удовлетворить, да. А тут он, получается, он хочет в вас быть, понимаете, в вас быть, в вас. Но еще такое что-то маниакальное я могу здесь добавить. Все-таки, знаете, как будто вы можете, знаете, выйти вот в трениках, да, и он будет хотеть вас. Вы можете одеться как роковая красотка, он тоже будет вас хотеть. Вы можете идти подоить козу, он все равно будет вас хотеть с этим ведром, понимаете, где-нибудь. Вот так вот, девочки, что он думает о вас. А давайте посмотрим, как он реагирует на других женщин. Ах ты, такой-то такой. Во-первых, девочки, король воздуха выпал с вами в паре, да. То есть, обратите внимание, королева огня – это то, что он вас хочет, он вас видит, да. Он хочет конкретно, но по отношению к другим выпал он королем воздуха, девочки. Причем голым охотником, да. И я тут подчеркивала, что он хочет именно вас как женщину, в вас войти, вонзиться, да. Но когда выпадает король воздуха по отношению к другим, это мужчина, который пользуется, юзает, девочки, всех тех, которые хотят с ним где-то быть, да. Это может быть такой водолей, да. Если ваш мужчина здесь, девочки, водолей, близнец какой-нибудь, Овен, кстати, где-то здесь затесался, да. Вот меньше всего все-таки весы где-то тут идут. Но этот мужчина, который, девочки, прекрасно знает, кого он может поиметь, кого не может, где надо что сказать для того, чтобы где-то кого-то уложить, да. Это охотник, который такой чванливый. Это раз. Во-вторых, он еще, знаете, сам себе плюсики ставит, когда он кого-то добивается, да. И для него другие женщины – это просто яйца, которые он разбивает. Разбивать сердца ему нравится. Это льстит его самолюбию. И дело в том, что тут, обратите внимание, с вами-то этот король играть-то собрался, девочки, да. Вот тут будет он вас проверять. Он, конечно, вас хочет, как женщину, но если он увидит где-то ваши какие-то слабые места,
где он может себе поставить вот эти плюсики, что он может над женщиной, как говорится, повластвовать, да, и может где-то вокруг пальца ее обвести. Я вам скажу так, он может где-то вам врать, да, где-то вот пробовать вам сказать какую-то неправду, посмотреть на вашу реакцию, да. Он может даже вас выводить там на измену, на ревность какую-то. Может, девочки, где-то привирать насчет своей работы, либо говорить, что он нищеброд, либо наоборот, что он такой богатый, для того, чтобы проверить вашу реакцию, потому что, девочки, он с вами играет на самом деле. Но у вас, если еще не сложилось, то может сложиться отличная пара такая, потому что вот чем больше он будет в отношениях с вами, тем больше он все равно будет к вам возвращаться или вообще не будет даже уходить, да, потому что все вокруг другие женщины для него как овечки, да, а вы волчица. И он вот это вот понимает, да, самка волка, волчица, и овечки рядом, и все попами стоят, да, и вот других он так для удовольствия какого-то, для своего, а вас и с каким-то адреналином, да, и он все равно будет к вам возвращаться, этот мужчина. Он может быть, он, девочки, может изменять. Если вы, например, с ним мало знакомы, да, то вот этот мужчина, он сначала перебирает. Вот когда с ним входишь в отношения, у него еще несколько женщин присутствует в его жизни, а потом уже остается одна девочка, да. Ну, короче, ему нравится внимание других женщин, да, и он может, кстати, либо на словах, или скажи, что ты меня хочешь, и какая-нибудь, знаете, овца скажет, ну да, я тебя люблю, я тебя хочу, он такой, ха-ха, ну, для себя, и не испытывая ничего такого, холодной девочки он, короче, ну, окей, любишь и до свидания, да, а вот к вам, да, вот он получает удовольствие, плюс еще адреналин, общаясь с вами. И, может быть, я бы на вашем месте вот этого адреналина ему и подбрасывала, девочки, в топку. Вот такого непонятного, да, чтобы он даже где-то боялся, испугался, а потом его пожалеть, или там какие-то необычные места его тащить, чтобы вот чем больше адреналина, тем больше он за вас будет, девочки, цепляться. Но это может быть и пара, уже давно пара, к которой мужчина привык, который прирученный. Вот и все. Это может быть ваш муж, девочки, который, если вы замужем за этого мужчину, вы его приручили, да? Приручили и все. Я бы не сказала, что он будет такой изменяльщик, да? То есть он может именно с вами быть в интимном плане, а вот других женщин он как будет заставлять говорить, ты меня хочешь, да? Ну скажи, что ты меня хочешь. Это, да, я тебя хочу. И все, он пропал, понимаете? Ему на это пофиг. Вот такие вот дела, девочки. Так что чувства у него серьезные тут идут, да? Так что, но чем больше адреналина вы будете... Он холодный сам по себе, воздушный король, да, и он чувства никогда не показывает, он даже может, знаете, плакать, стоять на коленях, но на самом деле он просто будет думать, ну, интересно, как это на ней сработает, да. Он просто холодный, но для того, чтобы он не был холодным, вы, как королева огня, вкачиваете его, накачиваете этим адреналином. И чем больше вот этих ярких впечатлений в его жизни будет, тем лучше, девочки, да. Ну, вот надо быть такой, знаете, стервой. Тут реально... Он даже держится за вас, знаете почему? Потому что вы стерва. Вот такой вот второй вариант, котики мои. Ну что, давайте посмотрим третий вариант. Так, третий вариант. Что он чувствует к вам сейчас? Дурачок, девочки, шут гороховый, фасолевый суп. Выпал старший аркан дурака, девочки. Это мужчина, который готов выполнять любые ваши желания, да. Либо, девочки, он будет, если, смотрите, это может быть такой, если вы недавно знакомы, это мужчина, который адекватно не может, это как шут, как дурак, да, ну что ты ведешь себя как дурак, девочки, и вот когда он себя ведет, или вам кажется, он как-то реагирует, вот можете ставить приставку дурачок, да, потому что влюбленные мужчины, они действительно ведут себя как дураки. Я помню, даже делала опрос среди своих знакомых,
И я говорю, как себя ведет влюбленный мужчина? Вот, девочки, мне половина написала как дурак, а вторая половина написала как влюбленный идиот, да. То есть мужчины сами знают, что они, когда влюбленные, они просто как дурачки себя ведут. И вот ваш мужчина такой же, понимаете? Тут будет и борьба, я же все-таки мужчина, или он будет пытаться показать вам, что я такой вот хороший, классный. Но, девочки, еще я бы ему тут поручала много чего, что делать. Причем то, что у вас давным-давно надо сделать. Стоит автомобиль, пусть чинит его, девочки. Даже если у вас там ничего не сломалось, да, пусть возьмите, придумайте ему какие-нибудь эти наказы, приказания какие-то. Даже пусть вам книгу вслух прочитает, да. То есть вот этого, мягко говоря, в кавычках, девочки, вашего мужчину в качестве дурачка нельзя оставлять со своими мыслями один на один. И нельзя, девочки, под ним сейчас находиться, да. То есть под дураком находиться нельзя, потому что отношения будут хрен пойми какие. Этим мужчиной надо руководить, да. То есть чем больше вы ему отдаете каких-то приказаний, пожеланий. Я хочу туда-то. Или я себе хочу красный платок. Или я там себе это хочу. Или это, да. То есть ему надо давать приказания для того, чтобы он как-то себя вел по отношению к вам. То есть, если вы будете ждать от него сейчас каких-то действий, девочки, это будут действия дурачка. Понимаете? Йорк, который потерял хозяина, девочки. Он не будет знать, куда бежать, не приспособлен к выживанию на улице, да, и такие будут глаза непонятные у него, взъерошенные. В общем, девочки, карта влюбленного мужчины, не именно такого любящего, а именно, знаете, влюбленного, который теряется, когда он испытывает яркие чувства к вам. Дальше, девочки, он для себя открыл, что если он будет с вами, его жизнь будет как-то меняться. И он об этом совершенно не думал. Вот, допустим, вы с ним, вот вы, например, хотели жить где-то в каком-то другой стране, либо в другом городе, да, вот познакомились с ним, и вы сказали, ты знаешь, я бы хотела жить на Маврикии где-нибудь, да. А он начинает думать, боже, а как я буду жить на Маврикии? А что я там буду делать? А кем я буду работать? А как это паспорт поменять? А что это? А куда это ехать? Да? Это или даже другой город. Он не будет понимать. То есть вы ему что-то такое говорите, что выходит за рамки его жизни, его этого зоны комфорта, короче. Он от вас многому чему еще научится, девочки. А если это ваш коллега, то это прям вообще, знаете, в точку. Вот именно то, что вот вы его даже в работе где-то развиваете. Но мужчина себя может неадекватно вести по отношению к вам. Он может себе выставлять, так я не буду ей звонить целую неделю. Потому что вот она этого там, короче, надумал себе что-то, надумал, да, и вот сам себе будет держать себя в каком-то дурацком состоянии. Хотя мог бы вести себя как маг, как император, да, как верховный жрец мог себя вести, а ведет себя с вами как дурачок. Но, девочки, в этом-то и соль, что вот этого дурака вы должны вести. Чем больше вы ему будете давать каких-то пожеланий, да, направлять его, туда он и будет идти, так он будет и двигаться. Но, возможно, в хаотичном движении, как дурачок. Но все же направление, девочки. Его надо растить под себя. Вот такие вот дела. А если это ваш муж, девочки, он еще в нулевом старшем аркане, это может еще обозначать, что у этого мужчины, как говорится, семенники созрели для того, чтобы, например, вы забеременели, да, то есть надо уже там подобрать какой-нибудь момент с овуляцией и все остальное. Это может тоже обозначать. Если он уже, девочки, у вас в таком возрасте, когда не может вас, например, оплодотворить, это, например, средний возраст, старший возраст мужчин, да, это может говорить, что он захочет вас удовлетворять какими-то другими такими методами, но с приставкой дурачок, потому что он не знает, как вы к этому... Он, короче, как мужчина, вот не может прям оформить свои мысли, как что-то для вас такое донести, как остаться с вами и все остальное. Ну, короче, такой вот... Мужчина, как говорила моя бабушка, сам себе рады не даст.
Вот такие вот дела. Давайте посмотрим, а как же он реагирует на других женщин. Повешены, девочки. Повешены, 12-й старший аркан. В Миломанаре это называется наказание, the punishment. Так что, девочки, повешенный дурак. Ну, прям третий расклад. Просто сегодня блеск куртизанки какой-то. А я не зря сказала про блеск куртизанки. Угадайте, у кого были куртизанки, девочки? На кого они работали? От кого они получали свои денежки, девочки? От мужчин, которые делали это в тайне. Какие-нибудь, помните, может, кто читал Декамерон, либо какие-нибудь такие вот книжки старинные, да, с романами. Мистер, говорю, отец Фродо в соборе Парижской Богоматери. Это, девочки, вот песня. Вот помните эту песню? Сейчас забыла, вертится в голове. Про Эсмеральду. И про того поэта и Фрода, которые пели такую оперную песню, девочки. Оперная песня. Ну, не оперная песня, как она там называется, это красивая. Старинная такая. Ну, не старинная, старая песня. В общем, я не буду напевать, но вы, наверное, вспомнили. Вот это вот прям про вас. Возможно, девочки, тут либо любовный треугольник, либо это любовь, которая не должна быть, да. По его ощущениям, он либо недостоин вас, либо это запретный плод, запретная любовь, это какое-то такое что-то возникшее против законов его, которые, социальных законов, норм, которые он соблюдал, да. Это, например, как священник, который соблюдал целибат, и вдруг он влюбился в цыганку Эсмеральду. Она ему всколошматила голову, и ему надо убивать вот этих всех горбунов из Нотр-Дама, да, для того, чтобы быть с ней. Это, девочки, так может быть. Вы как черная кошка, которая вот встретилась ему на дороге, девочки. И ему хочется вас взять, и такое ощущение, что, блин, но у него аж волосы дыбом от вас встают. Это факт. Но, обратите внимание, дурак и 12-й старший аркан повешенного. Еще обращу ваше внимание, девочки, да. У кого-то из вас, не у всех, но у кого-то из вас может проиграться, девочки, что все-таки на нем какой-то приворот идет, да, потому что это вот это какая-то запретная любовь, это реально какая-то запретная любовь. Может, у кого-то может быть, что он был, девочки, реально гей, да, и уже думал, что я вот гей и все остальное, а потом хоба встретил вас, и он понимает, блин, что-то не то происходит. Это может у кого-то это может быть и инцест, но я думаю, тут нету таких, кто загадал такое, да, загадал своих кого-то близких. Это может быть приворот, девочки. Но почему он такой, как дурачок? Ну, повешенный дурачок. Какая-то роковая запретная любовь. Это когда удав дал яблоко Еве, она его погрызла, чтобы все знать, да, и в результате их с рая изгнали, да. Это вот что-то такое. Это как Фродо, Эсмеральда и тот поэт, забыла тоже, как его зовут. Это как Мастер и Маргарита тоже, и Волод сюда же, или кота Бегемота. Нет, Азазела надо сюда добавить. Рыжего демона Азазела, который Маргарите явился и сказал: тебя там-то и там-то ждет мастер, да? Это ж не просто так Маргарита влюбилась ни с того ни с сего, девочки. Ну, короче, у вас тут вообще, конечно. Но еще обращу ваше внимание, да, у кого-то эти отношения, девочки, да, смотря как проиграется. Если загадывать в будущее, да, на этого мужчину, то я вам скажу, эти отношения как раз-таки могут как-то либо, ну, не трагически кончиться, но возможно такое. Но не для вас, девочки, обращу внимание. Но это что-то такое запретное, как будто потом человек меняет статус после этого. Это как вот священник в целибате вот влюбился в женщину и все, да.
И ему надо выходить из монашества, да, ему надо выходить из эгрегора, потому что он его предал ради женщины. Это Адам, который ушел из рая за Евой, которая вкусила яблоко, да. Это Эсмеральда, которая довела до гробовой доски того же Фрода, понимаете? Ну, короче, тут такая очень какая-то интересная у вас история. На грани, девочки. Так что тут будьте осторожны с этим, со своим мужчиной, потому что он даже может, девочки, что-то из-за вас вытворить такое, да, что ему особо на пользу не пойдет. Вот такие вот дела, мои котики. Что он чувствует к вам сейчас. Да, это какой-то трындец. А по отношению к другим женщинам, да, девочки, я вам скажу так. Этот мужчина может заводить других женщин. Да, заводить, реально заводить, вот прям как кошек или собак. Знаете для чего? Чтобы избавиться от этой своей запретной любви, чтобы зацепиться за кого-то, чтобы не остаться одному, чтобы не слететь куда-то, понимаете? Так что если вы в любовных треугольниках, вдруг, да, а как этот мужчина, например, если вы там как-то от него откажетесь, девочки, то все, да. Вот этот мужчина, понимаете, пойдет дров ломать, конкретных причем. А может, он уже ломает, девочки, дрова. Если вы ему не даетесь, да, почему он в таком состоянии дурака? Может, вы с ним очень сильно играете, может, он вам особо и не нужен, и он от этого страдает. И поэтому в повешенном виде он может, вот в повешенном, в перевернутом виде идти к другим. Для того, чтобы прямо не скатиться в какой-нибудь там зависимость или еще в что-то. Но ему эти другие женщины не нужны, девочки. Я вам скажу так, он даже может бить других женщин, да. Он может поднимать руку на женщин, этот мужчина. И это как-то в какой-то такой вот ярости, да, когда ему будут мешать, как быть с вами. Ну что-то вот тут какие-то роковые отношения у вас. Тут даже по этим двум старшим арканам, девочки, просто так погадать, что он чувствует к вам сейчас, вообще реально невозможно, да? Потому что тут прям вообще в общем смотрится. Ладно, мои дорогие, ну давайте дальше посмотрим. 4-й вариант. Что он чувствует к вам сейчас? 10-ка. Червовая выпала. И как он реагирует на других женщин. Ну вот, девочки, как зашибись, да? Посмотрите, какие красивые карты выпали про вас, да? Все 4 варианта, все крутые. А вниз, как посмотришь, все 4 варианта, все говно. Я, например, очень рада, как он реагирует на других женщин. Девочки, все варианты просто прям отпад. Сначала давайте посмотрим, как он реагирует на вас. 4-й мистический вариант. 10-ка кубков. Вы его очень сильно привлекаете, он полностью вас не знает, и он вас, девочки, до конца никогда не узнает. Если вы думаете, что он вас будет читать как открытую книгу, то вы даже можете забыть об этом, и он пусть забудет, да. Вы для него все время неприкрытая тайна. А вам, девочки, как обычно, найдется, что от него скрывать, мои дорогие. Даже если вы вроде бы от него сейчас ничего не скрываете, да, потом в будущем вы от этого мужчины будете тоже много чего скрывать. Тут могут быть и какие-то другие люди. Это вы можете скрывать своих друзей, любовников, подруг своих, то есть не договаривать, чем вы занимаетесь, куда вы идете и что вы делаете. Но как он относится к вам, девочки, это любовная любовь. 10-ка выпала. Мужчина хочет проводить с вами время, а вы как не даете проводить ему это время. Причем он может действительно, знаете, хотеть от вас, чтобы вы с ним проводили то время, которое он для вас выделил, да. А получается, что тут может вы хотите с ним в другое время быть, да. И получается, он не может угадать, что же вам на самом деле надо, да. Даже если вы будете ему конкретно говорить, девочки, он понимать вас не будет. Это вот, знаете, как знак зодиака рыбки, да? Вот вы ведете себя по рыбьи, как рыбка такая. И очень чувствительная, и вроде бы такая, вроде бы и честная, и открытая, но на самом деле фиг он угадал, девочки. Он тянется,
тянется. И вот ему, знаете, на какие, даже вот ваши, на ваши фотографии, там, где вы улыбаетесь, там, где у вас может быть открыт рот, да, ему нравится смотреть, где вы в хорошем расположении духа. Вот прям почему-то он смотрит очень сильно, обращает внимание на вашу вот мимику, да. Вот когда он смотрит на фотографии ваши, он не думает там, какого у вас размера грудь, он думает, что ты чувствовала в тот момент, когда ты фоткалась. И то же самое он смотрит, когда он с вами общается, вот вживую, да, он смотрит на вашу мимику. Именно на мимику, девочки. Но это хорошая карта. Он скучает, он будет пытаться вас узнать еще больше, но он не узнает, девочки. Вы для него не всегда читаемы, да, тем более вы все равно будете ускользать от него. Но как он относится к другим женщинам? Пятерка земли выпала. Как он относится к другим женщинам? Да, да. Во-первых, он не любит таких меркантильных баб. Вот для него прям, знаете, он чуть ли не в какой-то группу, в какое-то сообщество входит, которое против меркантильных баб. Или у него кто-то есть дома, или его какой-нибудь ближайший друг, который 10 раз обжегся на женщинах, которые хотят только денег от мужчин, да. И, короче, он очень сильно психует, когда женщина, например, хочет, когда он чувствует, что женщина от него хочет денег. А с другой стороны, ты мужик, да, если женщина тратит на себя свое время, это тоже сколько бы да-нибудь да и стоит. Она же могла на работу потратить, либо на другого, более успешного мужчину время. Так что даже все измеримо в деньгах, в принципе, да, может быть. Но получается, вот он очень сильно переживает насчет того, что от него хотят почему-то денег. Меркантильные. На других женщин он, девочки, по пятерке земли не обращает внимания. Не обращает. Но кто-то ему там, знаете, уже приелся. Либо это какая-то женщина, которая на него смотрит какими-то голодными глазами, а когда он смотрит на нее, он понимает, что она меркантильная. И она каких-то такого чего-то практичного от него хочет или еще что-то. Ну, короче, я вам скажу, что у него есть общение с другими женщинами. И общение с одной из них, да, почему-то вызывает в нем чувство, что какие-то меркантильные, а вы не такая, да, вы сама по себе сказочная, червовая, на которой можно по Руне Бергаусу жениться. А по пятерке земли, девочки, на других женщин он не обращает внимания. Не обращает. И у него вызывает даже какой-то... Ай, блин, что я буду встречаться с какой-нибудь другой женщиной, что я буду тратить на нее деньги, это туда-сюда веди и все остальное. Это вот в кафе, а что в этом кафе, почему я должен с ней сидеть, жрать ту пиццу там или еще что-нибудь, да. А вас ему хочется узнать больше. Он с вами как-то, знаете, хорошо себя чувствует, девочки, так, открыто, да, когда он может с вами пообщаться, поговорить. А вот в других он этого не видит, поэтому он в вашу сторону так идет. Он скучает по разговорам с вами. Вот такие вот дела. Вот такой вот расклад, котики мои. Ну что, мои дорогие, мы сегодня только один этот расклад сделали. Надеюсь, вам понравился, девочки. Скоро буду делать, ну точнее уже буду делать знаки зодиака. Но каждый раз, когда выкладываю какой-нибудь один знак зодиака на год расклад, получается, все пишут про другие знаки зодиака, да. Или почему рыбы последние. И поэтому, девочки, я сейчас буду снимать, да. А потом по несколько сразу выкладывать в интернет, чтобы обидно кому-нибудь не было, что выложили один знак зодиака. То есть будет целый плейлист с знаками зодиака на 2021 год по месяцам, мои дорогие. Все будем с вами смотреть. И это будет общее для мужчин и для женщин, но буду рассказывать именно кошечкам, девочкам. Все, мои дорогие, спасибо за внимание вам. Пусть у вас все будет хорошо, держу за вас пальчики. Загадывайте свои желания, сбывайте их, мои дорогие. Вообще четко пошли хорошие расклады. Все, котики мои, пока-пока.